Все правда. Извините. Все правда. Это интервью с Владимиром Павликом, разработчиком акустических систем. Начнет-то кто и вообще как? Конечно, я делал акустику до РПА. И история на самом деле достаточно длинная, потому что она из детства как бы начинается. Вот. И первое, с чем я столкнулся, это папина аудиосистема, которая к тому моменту это был как бы проигрыватель пластинок и радиоприемник. Вот, и это первые впечатления от жизни яркие были получены в дошкольном возрасте. Вот это я могу совершенно точно вспомнить, что читать я не умел, а пластинки я уже слушал. Вот, и потом, скажем, в продолжение можно сказать, что мама с папой водили меня специально на концерты живого звука, где изучались инструменты живые, как они звучали. Называлась музыка от А до Я. Тогда проводились такие концерты. То есть было в моде вообще увлечение музыкой. То есть меня там учили играть на пианино, например, да, и вот водили на концерты. Я тогда дома слушал пластинки, и вот из детства этот интерес, в общем-то, вот это к звуковоспроизведению, он постоянно подпитывался. Вот. А потом уже чуть позже, например, там в 6 классе нас там с приятелем попросили вынести со сцены колонки испорченные, которые не работали. Вот. И вместо того, чтобы выносить их на помойку, мы их разобрали и извлекли оттуда динамики. Вот. И из этих динамиков я потом сделал свою первую акустическую систему. Это был 1976 год. Соответственно, задолго до РПА эта история вся началась. К тому моменту, когда я оказался в РПА, это 1989 год, вот, я уже дома сделал 20 комплектов акустических систем трехполосных и, в общем, распродавал их там по знакомым случайным образом. То есть я уже был такой состоявшийся разработчик. Я уже разрабатывал программу по расчету фильтров на калькуляторе. То есть я сидел, так сказать, и там часами нажимал клавиши, чтобы, значит, рассчитать какую-то переходную характеристику фильтра. Вот. И это все было еще задолго до РПА. Ну, вот. А уже когда я попал в институт, ну, там я познакомился с настоящими разработчиками. Ну, вот, и, собственно говоря, там меня научили делать динамики. Вот. Ну и по-настоящему рассчитывать фильтры. То есть тогда там работали такие замечательные люди, как вот, ну, Ирина Аркадьевна Алдошина, все знают, что, значит, она была у нас руководителем лаборатории. Вот, и Александр Георгиевич Вайшвилла, которые вместе с Алдошиной они написали книгу известную, очень многие, значит, эту книгу там видели, знают. Вот. Так вот, Вайшвилла, он помог мне, когда я работал над первой программой по расчету фильтров. Это вот был в первый год, значит, когда я появился в РПА, мне сразу поручили не больше, не меньше, как разработка фильтров для четырехполосной системы. Ну, вот. И, в общем-то, это, я могу сказать, нетривиальная задача. От нее просто все отказались там, и из тех, кто там был в лаборатории. А я схватился. А в РПА, как вы появились, то есть вы в какой должности там были? То есть как называлась ваша должность? Были официально устроены? Да, как я там появился, это, так сказать, тоже отдельная история, можно сказать, практически случайно. Потому что я работал в то время в Унитрансмаше и занимался, значит, системами охлаждения танковых двигателей. Кстати говоря, эжекционная система охлаждения, я там, значит, изучал скоростные напоры, статику, динамику воздушных струй и так далее. Оказалось, что это все очень полезно потом для акустики оказалось. Вот. Но поскольку я в это же самое время, как я уже говорил раньше, занимался дома акустическими системами, вот, я подумал, ну зачем же мне совмещать две разные работы,
Вот. Лучше бы я как бы занялся бы тем, что мне нравится. Вот. И я, так сказать, тогда бросил этот, так сказать, нейтрансмаш. Ну вот как раз к тому времени, после распределения я там работал. Вот. К тому времени уже можно было переходить в другой институт. И через знакомого, случайного знакомого, устроился в лабораторию Алдошиной, ну, в качестве инженера, разработчика. То есть, в общем, на самую обычную, так сказать, штатную должность. Вот. Могу сказать, что к тому времени в лаборатории она была перенаселена, то есть комната там 40 квадратных метров, там, значит, было человек 15 как бы сидело в этой комнате. Она вся была, так сказать, так разграничена всякими столами, шкафами, и, в общем, представляла такие закутки, куда можно было прийти. Ну и вот в этих закутках там в какой-то части там занимались разработкой контрольных агрегатов, в другой части там вот системы с излучателем Хейла, если кто-нибудь знает. Вот я как раз оказался в этой группе, которая разрабатывала излучатель Хейла. Вот. И ну, как бы там можно было, не выходя из этой комнаты, в общем-то, постичь все, как бы, да, что там, что вообще было на тот момент. Вот. Ну, не знаю, стоит ли это все там подробно как-то Нет, все, описывать. конечно, не стоит. Да. Можете рассказать, например, к чему, каким оборудованием у вас был доступ? Был доступ к безэховой камере, правильно был? Ну, самое главное, что в институте было, помимо, собственно, так сказать, опыта сотрудников, там была звукозаглушенная камера, где можно было проводить измерения, и была комната прослушивания, которая, ну, достаточно хорошо для того времени была оборудована, то есть подготовленная акустически. Вот. И аппаратура была импортная, то есть магнитофон Sony был в качестве источника основного сигнала, и усилители Yamaha двухблочные 300-ваттные, вполне достойные как бы усилители. И, в общем-то, вот это все хозяйство использовалось для оценки акустических систем. Ну и помимо этого было все необходимое для того, чтобы можно было делать динамики. То есть была диффузорка, значит, токарный участок, сборочный участок, потом был отдельно отдел, который занимался сертификацией и испытаниями. Вот. Была столярка. В общем-то, на территории РПА можно было осуществлять полный цикл производства образцов. И, соответственно, ну, от начала до конца постичь как бы все там технологические какие-то приемы и операции, которые приводят к возникновению акустической системы как единого целого. А потом можно было в результате испытаний посмотреть, что же получилось, насколько это хорошо, сравнить с образцами и так далее. То есть вот, собственно, вот эти вот процессы там и происходили. Я понял. То есть к динамикам как таковым, к конструированию динамиков вы там в основном не имели отношения? Вначале я к этому не имел отношения, но интересовался, скажем, этим. То есть вначале я именно первый год занимался разделительными фильтрами. Вот. Например, там была такая тема, самая первая работа, это исследование сердечников для катушек индуктивности. Вот. И я там большой объем работы провел, сравнивая различные типы сердечников, которые тогда выпускались. Вот. И помимо измерений, так сказать, нелинейных искажений, например, этих сердечников при разных уровнях входного напряжения, проводили еще сравнительные прослушивания. То есть я делал макеты акустических систем с одинаковыми фильтрами, но при этом в катушках индуктивности были вот разные сердечники. И надо было по сумме всех вот этих вот измерений и прослушиваний, ну, написать отчет относительно того, какие сердечники являются более перспективными для того, чтобы, значит, использовать их в акустических системах. Но надо сказать, что в советское время все проводилось очень фундаментально. То есть выделялась какая-то тема, на нее, так сказать, финансирование, выделялся исполнитель. После этого всего, так сказать, писался отчет. И этот отчет, ну, в общем, он хранился в библиотеке после этого. И можно было
в любой момент, как бы все эти отчеты, они там за 70 лет там накопилось, так сказать, огромное количество этих отчетов. Можно было ознакомиться со всеми работами, которые были там до, после и так далее. Вот. Но, к сожалению, закончилось все это очень печально, то есть преемственность как бы была нарушена, отчеты все эти, в общем-то, оказались выброшены в итоге. Как вот не прискорбно, но это так. Да, вопрос от Фавионыча. Кто вообще главный, по вашему мнению, в акустической системе внутри? Ну, главным, по моему мнению, является динамик. То есть, в общем-то, он определяет, в основном определяет качество и параметры акустической системы. Ну и, конечно же, если продолжать, то сразу возникает, так сказать, сколько там этих динамиков. Да, то есть получается, что помимо вот, что динамик, какой он, сколько их и как они соединены друг с другом. Вот это главное. Вот. А остальные вещи, ну, например, там, какие провода, какие индуктивности, да, вот это тоже влияет, но на более поздних уже стадиях. Да? То есть сначала все-таки надо определиться с динамиками, и они дадут, ну, львиную долю вот того, что... А потом тонко начинаешь это все, так сказать, правильно развесить, как бы, какой динамик что делает, как соединить, как заставить их работать вместе. Это уже вот на втором этапе становится более главным уже, чем сам динамик. После того, как определились с динамиками, да, вот так вот. То есть все решается последовательно. Так, продолжение вопроса. Как вы пришли к вот этой удивительной конструкции, которую я держал в руках? Я от себя добавлю, что я впервые услышал ваши динамики где-то больше 20 лет назад, совершенно случайно, на одном из инсталляций моего знакомого, моего хорошего друга. Я тогда спросил, кто делал динамик, он сказал, что Владимир Павликов. Я так удивился, что на фоне всего того, что импортного было, это звучало действительно живо, отличалось. И я тогда еще обратил внимание, что я вспомнил слова людей, которые говорили, что канадская школа, вот она, русская, канадская школа, чем-то они пересекаются. И у меня почему-то такая отложилась мысль, что, может быть, есть человек, который что-то понимает в акустике, в современной, я имею в виду, не в ретро. Вот так я познакомился с динамиками Владимира Павликова. И второй вопрос – это все-таки конструктив. Чем вызван вот такой сложный конструктив, и материалы, которые я держал в руках, меня они, конечно, удивили. Ну, надо, наверное, сначала сказать, какой же именно динамик мною был выбран. Да, то есть вот 160 миллиметров, наверное, все-таки вот о нем идет речь. Но надо сказать так, что до того, как я оказался вот в РПА, и я занимался трехполосными классическими системами, то есть 250, 315, так сказать, вот басовик, середина, верх, все по классике. И когда я оказался в институте, то первое время тоже я занимался четырехполосной системой, это тоже так, 315, 160, значит, и, то есть, ну, короче говоря, большие динамики и многополосные системы. Вот. А к этому динамику, ну, надо, наверное, рассказать эту историю, как вообще, почему 160 миллиметров появился. То есть на него внимания, ну, особенно не было никакого. Значит, вот где-то в 91-м, наверное, году, где-то так, значит, фирма Sony к нам обратилась в Институт радиочувствительного приема и акустики с тем, чтобы мы для них разработали акустическую систему, потому что они тогда осваивали наш рынок как бы с телевизорами со своими там комплексами звуковоспроизводящими. И они вычислили, что им проще производить, например, колонки здесь, нежели везти их там откуда-то из Индонезии или еще откуда-нибудь. Да? Они нам привезли образец этой колонки, которую мы должны были повторить своими средствами. И там в этой колонке как раз таки был динамик 160 мм широкополосный и высокочастотник конусного типа с разделительным конденсатором. Вот такая система. То есть широкополосный динамик 160 и конденсатор. Вот. Ну, я
тогда уже там разбирался в фильтрах, уже там более-менее понимал, как надо делать динамики. Вот, и я понимал, что если я сделаю точно такую же конструкцию, то мы как бы выиграть у нее не сможем, у этой японской системы. Поэтому я поступил по-другому, то есть я сделал классическую двухполосную систему закрытую с низкочастотником, с увеличенным размером звуковой катушки и с хорошими разделительными фильтрами, которые позволяли, ну, с учетом сдвига фаз, так сказать, правильно разделить, значит, динамики как. Вот. И получилось, что вот эта акустическая система, она запросто выиграла у прототипа этого, да, и приезжала там целая японская делегация, которая утвердила, да, что наша система лучше. Вот. Соответственно, вот тогда и появился вот этот динамик, потому что именно под эти деньги были заказаны, соответственно, там пресс-формы на подвес, на шайбу, на диффузор, то есть вот на те детали, из которых был сделан диффузородержатель, штамп, как бы, то есть нужны были какие-то вот причины, по которым бы этот динамик появился. Ну а после того, как он появился, ну, я сделал на нем акустическую систему. Ну, во-первых, вот хорошо звучала, собственно, вот эта маленькая система с одним динамиком. Вот, она показала очень хороший звук. Вот, но я сделал на двух динамиках, потому что на одном показалось мало. Вот, и у меня была тогда система там, ну, трехполосная, основная, это с динамиком 315, как раз большая, ну, типа корвета такая. Вот. И я удивился, что эта маленькая система на динамиках 160 мм, насколько она жива, так и бодренько, как бы, так и расправляется, как бы, с этой большой системой. Вот. И оттуда, собственно, вот и я обратил внимание именно на этот размер. Вот. И тогда же у меня появился компаньон, который предложил эти системы, ну, выпускать серийно. Вот. Ну какие эти? Я перебью. Это уже была система Деополита? Или это было... Вот как появилась Деополита. Я рассказываю все как бы последовательно, потому что, ну, в этом, наверное, смысл. Как вот это все, ну, созревало. В какой-то части как бы случайно, да, вот фирма Sony, она как бы спровоцировала производство, изготовление вот этого динамика на 160 мм. Он оказался, так сказать, ну, реально удачный, да. Ну, с теми как бы параметрами, которые я туда вложил. А я изменил как бы те параметры, которые были изначально. У них была катушка 20, я сделал катушку 30. Ну, надо понять, что это другой динамик. Ну вот. И второе, это вот как раз, ну, как бы менеджер появился. То есть я-то разработчик. Вот. А менеджер, он говорит, что надо делать. Соответственно, как появилась Деополита? Вот, пришел человек и говорит, будем производить вот акустическую систему, которая бы выигрывала у кого? У 35 АЭС, у С-90. Да? Вот. То есть АЭС-90 был конкурент. Я предложил вот эту маленькую систему 2 по 160 с высокочастотником. И вот как раз этот самый мой менеджер, Виталий Кутека его звали, он вообще потом, ну, может, его даже и знают, этого человека, он как бы в Чернов Аудио работал долго. И вот он сказал, она должна быть до пола. И вот тогда появилась вот эта схема Деополита до пола, которая называлась как бы система Иволга. А почему она называлась Иволга, это тоже очень так это смешно, может быть. Потому что профинансировала всю эту работу некая фирма, которая занималась продажей экскаваторов. И называлась эта фирма Иволга. Вот. И таким образом это название перетекло на акустическую систему. И раньше эта акустическая система называлась Иволга. И вот эти вот системы Деополита, да, они выпускались вот года 2-3, наверное, где-то вот до 94-го, наверное, года. Потом они проиграли, в общем, конкуренцию, по сути, на рынке системам Дали, которая тогда появилась. Кстати говоря, вот первую систему, такой вот столбик до пола, вот такой вот столбик до пола, да, ну вот такой, сделали мы вот тогда. Так. Вот когда мы проиграли конкуренцию вот западной системе аналогичной, ну и пришлось свернуть производство вот этих акустических систем, вот, я стал работать именно над качеством звука.
Вот, потому что понял, что без этого дела как бы на рынке делать нечего. И именно тогда и провел вот основные исследования, связанные с тем, от чего зависит вот, характер звучания систем. И использовал для этих экспериментов как раз-таки систему вот эту, которая к тому моменту, компоновку мы немножко от дополита мы ушли вот к такой компоновке. Вот, и я стал заниматься исследованием всех составляющих, которые могут влиять на качество звучания. И поскольку я производил этих систем в небольших количествах, можно было каждую следующую пару как бы делать с небольшим изменением, и таким образом произошло очень быстрое вот как бы испытание, внедрение, новая разработка, изготовление образца. То есть вот этот цикл, он пошел крутиться очень быстро. По сравнению с обычными с фирмами классическими, которым приходится от сказать, разработки до внедрения большой период проходит, потом эту партию надо распродать, потом значит что-то новое, очень много времени проходит. А у меня, поскольку я представлял собой вот в одном лице все как бы составные части производства, разработки производства, этот процесс пошел очень быстро. И именно тогда и были все технические подробности изучены. И уже вот как раз к тому моменту, вот когда 20 лет назад, про который мы там затронули, что уже тогда были вполне приличные динамики, я большую часть пути уже прошел. И, в общем-то, к тому времени уже концептуально я определился, что же надо делать, и почувствовал некую вот силу. То есть не слабость, что я не использую фирменные динамики, а силу, что можно делать динамики лучше, чем фирменные. Именно потому, что вот туда можно в разработку и как бы в изготовление этих динамиков вкладывать правильные идеи. Могу еще такую вещь сказать, что есть большая разница, вот есть именно профессиональные разработчики динамиков как таковых, да? Ну вот у нас, например, в РПА одни люди делали динамики, а другие люди делали акустические системы. И, в общем-то, это так и принято. То есть здесь есть вот профессиональные разработчики динамиков. Они занимаются тем, что создают динамик под определенные требования. То есть у них ТЗ, и они вот его... А потом разработчики, которые берут эти динамики, из них делают акустические системы. Ну, в общем и целом это все правильно, хорошо, здорово, но сквозной вот это вот контроль тут теряется. То есть вот если сам разработчик, разработчик акустической системы разрабатывает динамик, то возможности внести в него изменения значительно как бы больше. И возникает совершенно особенный смысл. То есть надо разрабатывать динамики не вообще, что называется, просто хорошие, а вот специальные вот для этих задач. И когда постепенно с годами как бы приходит уже осознание этих задач, вот тогда и появляется вот этот самый хороший динамик, потому что хороший динамик – это подходящий динамик. Вот. Не просто вот он сам по себе хороший и все, а он должен подходить для тех задач, которые он решает. И в дальнейшем развитие этой системы, оно шло именно вот в этом ключе. То есть подобрать все компоненты, которые позволяют в сумме получить продукт, ну скажем, даже еще более высокий, чем компоненты, которые в него входят. То есть за счет синергии. А теперь начнем с динамика, да, то есть основа динамика, собственно, корзина. Если у тебя нет, то ничего на ней не соберешь. Да, но как вот это не сказать, звучит, может быть, действительно необычно, но главным для этого динамика действительно, или вернее основанием для этого динамика выступает именно корзина. То есть она получается главная, без нее этот динамик правильно работать не будет, потому что в его составе есть эффективная магнитная система на неомаксе, которая обеспечит высокое быстродействие. Но у неомакса есть такой, как бы, особенность такая, что поскольку это очень эффективный магнит, он маленький и легкий. И, соответственно, если на нем сделать классический динамик, то собственные резонансы конструкции динамика будут неблагоприятные для звука из-за того, что массы просто не хватит как опоры. Поэтому вот в свое время я когда, так сказать, там вот сравнивал разные типы
магнитов и их влияние на характер звучания. Тогда считалось, например, что неомакс это не хороший для звука магнит, что вот самый лучший это литой магнит, да, металлические магниты, там вот Альника, если говорить о фирменных аналогах, да, это вот самый хороший, потом, значит, феррит, а вот неомакс, он был в полном загоне. И я просто понял, в чем причина. В том, что он мало весит. И, соответственно, звучит динамик плохо не потому, что там плохой магнит, а потому, что у него плохие собственные частоты, неприятные для слуха. То есть он как слишком такой нервный звук дает. А можно пояснить, да. неприятные частоты у кого? У магнита или у Не у динамика? магнита, да. Есть механическая система. То есть динамик, он состоит из подвижной системы и неподвижной системы, да, как вот основание. Так вот, если рассматривать звук в целом, то по сути мы имеем второй динамик, скажем, неслышный такой. То есть это колебание магнитной системы относительно основания, то есть относительно корпуса, относительно опоры. Вот. Магнитная система, она не является неподвижной в полном смысле этого слова. Она вибрирует. Вот. И если эти вибрации интенсивные и по уровню и по частоте, так сказать, забираются в звуковые частоты, то, естественно, мы все это услышим через излучение подвижной системы. То есть эти вибрации войдут в звук динамика. Вот. И таким образом, если нет достаточного основания, то есть точки покоя, относительно которого, то есть той тишины, из которой рождается звук. Да? Если мы рождаем звук уже из шума, то он и будет шумным, неприятным. Вот что, собственно, и получалось, когда мы использовали просто неомаксные цепи. Вот этот же динамик, он позволяет отфильтровать этот шум за счет собственной массы диффузора-держателя и облагородить звучание динамика. Вот в результате, значит, применения этой вот неомаксной магнитной системы и такого вот держателя возникает уже быстрый такой отклик и в то же время глубокий, спокойный, вот скажем так. А материал для этого держателя, он обусловлен, скажем, возможностями производства, или он был выбран сознательно? Это как называется материал? Бронза? Латунь. Значит, может быть это и бронза, но тут уже вопрос в технологии. То есть смысл того, что корзина должна много весить. Значит, обычно корзины делают из алюминия или, так сказать, там силумина, скажем так. Вот. Вес их явно недостаточный для решения такой задачи. И из тяжелых материалов, которые можем использовать для литья картины, корзины, может быть, там использована сталь, как бы, например, не магнитная, да. Там чугун, например, можно там использовать, можно цинк, литьевой материал, латунь, и бронза как вариант. Если все это сравнить, других материалов, вообще говоря, как бы и нет. Может там пытаться какие-нибудь керамические, конечно, делать там корзины, но это экзотика. Вот. То есть, если выбрать из тех материалов, которые мы реально можем использовать, окажется по факту, что латунь самая подходящая из всех. Вот. В принципе, хорошим выбором был бы цинк. Вот. И я почему, собственно говоря, такую раму стал делать. Например, там 35 АС, вернее, до того, как появился динамик для 35 АС, был динамик там 8GD1, он, по-моему, назывался, и там была цинковая рама. Вот. То есть это еще в советские времена были сделаны эти тяжелые рамы из цинка. Вот. И изначально я пытался делать цинковые рамы, потому что они по цене они как бы получаются дешевле раза в 3, как бы, а по свойствам почти такие же. Но с цинком возникают проблемы другого рода, и литейщики с цинком предпочитают не работать. То есть, потому что это достаточно вредное получается литье. Поэтому, если вот округлять все, что я сказал, окажется, что альтернативы латуни в реальности нет.
поэтому все эти рамы делаются из латуни. И если вот просуммировать свойства вашего держака, да, то есть у него узкие спицы, я вижу, да, то есть у него большая масса, он изготовлен из латуни. Что еще можете отметить о его, ну, если Ну, что сравнить- я могу отметить? То есть основные идеи, которые закладывался в этот динамик. Значит, во-первых, начальная часть вот рупора, вот здесь вот используется, динамик работает на внутренний рупор, скажем так, да, то есть динамик небольшого размера, он дает высокую колебательную скорость и большую амплитуду колебаний подвижной системы. Да? Эту скорость в системе надо погасить и превратить в давление. Причем надо это сделать линейным образом. Потому что если мы просто поставим динамик в корпус, то большая вот эта амплитуда колебаний, она приведет к тому, что будут просто завихрения образовываться в области вот, прилежащей к диффузору, и эти завихрения, они и возьмут на себя, собственно говоря, большую часть мощности акустической. То есть они, если и будут превращаться в звуковое давление, то не линейно, как бы, по непонятному совершенно закону. Ну, то есть будут искажения, слышимые просто. Для того, чтобы с маленького динамика получить все-таки достаточно низкий и чистый звук, вот, надо погасить колебательную скорость. Вот. И именно вот в этом аспекте я там, значит, в начале интервью говорил, что я занимался системами инжекционными охлаждения танковых двигателей, изучал там вот как раз скоростные напоры, вот, и как превратить динамику в статику. То есть как превратить скоростной напор в звуковое давление. Вот. И для этого используется диффузор. Ну, по-простому сказать, рупор. Плавно расширяющаяся структура, да? Вот, которая позволяет достаточно линейно преобразовать. Вот. И, ну, рупор, он, в общем-то, так и работает. Есть акустический рупор, а есть вот, диффузор, это как бы позволяет работать со скоростными напорами, то есть когда воздух просто смещается. Вот. Но механизм, в принципе, похожий. То есть происходит расширение потока и падение скорости. Так вот, именно этот механизм я использую в своих акустических системах для того, чтобы маленький динамик как бы сделать так, чтобы он работал похоже как бы на большой динамик. То есть повысить КПД? Повысить КПД, да, и линейность. Вот. А для этого надо, значит, увеличить присоединенную массу и создать вот это самое плавное преобразование скорости в давление. Так вот, этот диффузор, он это делает на самом начальном этапе, он имеет вот такой вот заход специальный. То есть это вот именно чем отличается этот диффузородержатель от других. Ну, например, еще одна вещь. Обычно диффузородержатели, ну там, скажем так, для красоты утапливают в переднюю панель. То есть он туда входит. Вот. Но если решать задачу согласования низкочастотника и высокочастотника, окажется, что высокочастотник должен быть несколько позади. Да. Значит, я это дело очень давно понял, и поскольку система у нас, ну, она должна была быть дешевой, недорогой, там делать какой-то сложной формы корпус, так сказать, не представлялось возможным, вот, я этот диффузородержатель разработал таким образом, чтобы он выходил вперед из системы, так, а высокочастотник утапливается. И таким образом, естественным образом решал вопрос с фазой. Вот, на простой, как бы, ну, на ровной передней панели этот вопрос решался. Значит, соответственно, мы здесь уже решили вопрос захода рупора и то, что динамик должен выходить вперед. Что тут еще сделано? Ну, как видно, что очень широкие окна сделаны. И под шайбу то же самое, да, то есть вот совершенно свободные. И ребра находятся, как бы, они не поперек, как обычно в динамиках делаются, они вдоль. И эти ребра, они имеют еще и вот такое вот сужение. То есть они позволяют то же самое восстанавливать скоростной напор. То есть, ну, это как обтекатель такой, как бы, да, который плавно. То есть вопрос в том, чтобы не было завихрений, не было потерь скоростного напора и, соответственно, более линейное преобразование. Вот этот вот
Кстати, вот эта часть, она тоже выполняет эту же самую функцию, то есть здесь магнитная система, здесь получается как бы это некое тело, которое заполняет ненужный участок, вот там, где волна могла бы схлопываться. Да, то есть получается, что мы создаем такую вот структуру, плавно расширяющуюся. Здесь еще на этот динамик одевается еще специальная, так сказать, такая конструкция, которая... Условно можно представить, как продумать да, самолет в аэродинамической трубе. Да, именно труба аэродинамическая, да, и вот этот диффузор-держатель, он выполняет вот сразу все вот эти функции. Вот, и именно на нем и можно сделать что-то, что вот будет немножко как бы отличаться от обычного. Но это немножко отличаться от обычного позволяет в итоге получить преимущество, причем такое как бы осязаемое, что система будет звучать лучше. А выбор неодимовых магнитов, он был продиктован тем, что нужно было сделать вот эту нижнюю часть динамика определенных габаритов, или, собственно, неодим по звучанию вам понравился больше? Как это получилось? Скажу про неодим следующее. В основном я работал с ферритами, то есть традиционно, то есть когда... по сути, вся промышленность, она перешла от литых магнитов к ферритам. Вот. И я работал с ферритами. Литые магниты, как бы, они так оставались, как экзотика. Вот. С ферритами. Потом появились вот эти неомаксы чуть позже. И первое впечатление от этих неомаксов было как раз такое, как я сказал, что суетливые, торопливые, то есть, такой звук... А можете пару слов еще? Я что хочу сказать, почему все-таки неомакс? Я тогда же еще, вот, когда появился этот неомакс, я попробовал работать с симметричными магнитными системами. То есть это что? Когда внутрь кольца вот этого ферритового вставляется еще и керновой магнит центральный. Вот. И как раз в качестве вот этого кернового магнита я использовал неомакс. И вот эти вот магнитные системы, созданные на основе двух магнитов, они давали какой-то такой звук не ферритовый. Вот. И вообще какой-то необычный. Вот. И, в общем, сейчас я понимаю, что там происходит. То есть просто неомакс, как более эффективный маленький магнит, он просто быстрее собирает вот эту вот как бы реакцию свою. Да? Вот магнит, он должен давать реакцию на внешнее поле. Да? То есть он представляет собой постоянное поле, катушка дает переменное поле. И магнит должен своим постоянным полем все время реагировать на изменения переменного поля катушки. Так вот, неомакс это делает максимально быстро. Просто потому, что он маленький и эффективный. Все остальные магниты делают это более медленно. И когда я понял, что в звуке, в общем-то, я стремлюсь вот к этой, скажем, к мгновенной скорости, что это некая величина, скажем, абсолютная, да? Быстрее, получается, значит лучше. Но это не напрямую лучше, что взял магнит и стало лучше, а это некий путь. То есть потенциально как бы лучше. Но для того, чтобы это потенциально заработало, надо к нему еще много чего приделать. Вот. И вот это много чего, вот, например, вылилось вот в эту раму. Вот эту раму пришлось таки делать. Без этого неомакс вот не хочет нормально работать. Так что вот примерно так я отвечаю. Можно пару слов, просто люди не все знают, что такое неомакс, да? То есть вот обычный неодимовый магнит, таблетку, которую можно купить там в интернет-магазине, пускай даже большую, это неомакс или нет? Как неомакс отличается внешне от обычного таблетки неодима? Затрудняюсь. Мне кажется, что неодим железобор и неомакс это название одного и того же магнита. Насколько я понимаю, так сказать, это просто коммерческий. Неомакс это коммерческое название. Вот, поэтому вопрос в типе магнита, да, то есть какой используется материал. Неодим железобор, да, вот, и в эффективности, то есть... То есть неомакс это неодимовый магнит, по внешнему виду просто высокой эффективности. В общем-то, да. И что еще, может быть, следует упомянуть, что
появилась техническая возможность изготавливать эти магниты требуемого размера и формы. Потому что до этого разработчикам акустических систем приходилось работать как бы с уже готовыми магнитами. То есть специально никто под динамик магнит делать не будет. То есть магнит уже готовый, вот есть определенные типы размера этих магнитов, да, и можно только их и использовать. И мы вот в этой реальности же существовали довольно-таки долго, пока у нас не появилась, так сказать, возможность заказывать магниты по размеру. То есть я посылаю чертеж, как бы, и мне приходит магнит нужного размера и нужного типа, и даже нужной эффективности, потому что это не Амакс, их можно еще изготавливать с разной эффективностью. То есть более мощный и менее мощный магнит в одном размере может быть сделан. Потому что тип есть как бы этого магнита, да, есть с более высокой остаточной намагничностью и меньше. Вот. И вот когда появились уже такие типы магнитов, вот, что их можно получить в реальности и с ними работать, вот тогда и уже все эти разработки стали принимать какой-то окончательный внешний вид. Такой еще вопрос, более обзорный немножечко, про типы магнитных систем. Вот у вашего динамика, она такая стержневая, там, керновая, то есть в чем, если кроме конструктива какая-то принципиальная разница в звуке, в концентрации там, магнитного поля, потому что все равно оно у нас концентрируется в зазоре, да, то есть в какой-то очень узкой области, да, то есть и можно и по-разному расположить эти магниты, как у Свенспика, там, я не знаю, в виде столбиков, револьверная система, да, то есть, немножко пару слов сказать о каждом виде расположения, какая у вас, да, и почему, понятно, что мы хотели снизить вот эту часть, диаметр магнитной системы за диффузором, но кроме этого, есть разница, вот, расскажите, может, о каждом типе немножко. Про магнитные системы что следует знать, что магнитная система в принципе, она может быть, скажем, керновая или кольцевая. Вопрос в том, значит, где находится тело магнита, внутри звуковой катушки или снаружи. Да? То есть, если снаружи это кольцевой магнит, и катушка помещается внутри, если магнит маленький, он помещается внутри звуковой катушки. Это называется керновой магнит. Раньше применялись и такие, и другие, так сказать, типы магнитов. Чем они, может быть, так сказать, отличаются, так, наверное, упомянуть это, что если в керновом магните весь магнитный поток полностью, так сказать, замыкается через магнитную систему. То есть там получается рабочий стакан, внутри стакана этот магнит, сверху керн и вот полностью замыкание линий внутри. Если же мы используем кольцевой магнит, то у нас возникает еще линии рассеивания. То есть получается, что основной поток замыкается внутри через уже керн, но есть и дополнительный поток, который замыкание происходит снаружи через верхний и нижний фланец. То есть так называемые поля рассеяния. Вот. И если, может быть, кто-то там слышал, что есть вот экранированные магнитные системы и неэкранированные. Раньше, когда были телевизоры, значит, которые ощущали влияние внешних магнитных полей, то надо было для них делать экранированные магниты. Вот я могу сказать, что, например, керновой магнит – это экранированная магнитная система, а кольцевой не экранированный, потому что большие поля рассеяния. И, соответственно, на характер звучания это опосредованно, тоненько, как бы, но все-таки влияет. Есть поля рассеяния, так сказать, или там их нет. Уже как влияет, не будем об этом говорить, потому что это тонкая субъективная такая сфера, как бы. Вот. Но какое-то различие, скажем, есть. А у вашего динамика? У меня используется керновой магнит. Вот после того, как я перешел на Неомакс, я стал использовать керновые магниты. Именно с той точки зрения, что у них нет полей рассеяния. Такой вопрос. Вот у вас используются какие-то медные колпачки, кольца для снижения тока Фуко? Да, я очень долго занимался этим вопросом, исследованием вот как раз такие попытки вмешаться в работу магнитной системы
помощью, например, там короткозамкнутых колпачков или там вставки там всевозможные делаются, значит. И пришел к такому неутешительному выводу, что в статике все это работает прекрасно и хорошо. То есть делаешь короткозамкнутый виток, индуктивность сразу падает. Вот, и вроде бы как формально все здорово, хорошо. Но если выслушивать все это, опять-таки, вот так вот тоненько и со вкусом, то слышно следующее, что от простого переходим к сложному, от каких-то понятных искажений переходим к непонятным искажениям. Вот эти колпаки, они на самом-то деле создают достаточно такие неприятные как бы искажения, связанные с какой-то заторможенностью, с какой-то такой нелинейной динамикой, то есть немножко каким-то непонятным поведением катушки в зазоре. Ну и я это могу так сказать, что вот эти вот короткозамкнутые витки, они запасают как бы энергию, за счет чего, собственно, например, ослабляется индуктивность. Как таковая индуктивность не ослабляется. То есть сначала получается, эта индуктивность, она как бы вот возникает в процессе прохождения сигнала. Потом катушка, когда она начинает уже двигаться, она наводит ЭДС на короткозамкнутый виток, он начинает как бы раскручиваться. А потом, когда короткозамкнутый виток свою энергию, ну, как бы отдает обратно катушке, когда при затухании, да, он начинает обратно в катушку вкачивать. И там возникает, что, собственно, механизм. То есть сначала мы имеем вот эту самую индуктивность, с которой мы боролись, потом мы имеем запасение как бы какой-то энергии вот в колпаке, а потом, когда динамик как бы отработал, на него против ЭДС от колпака идет. То есть получается, что там очень такая, ну, сложный механизм всего этого дела. И если мы на графиках видим такую прекрасную, так сказать, маленькую индуктивность у динамика, да, то на самом деле она состоит из двух индуктивностей, которые как бы направлены в разные стороны. И реально, ну, как бы работает это, вообще говоря, ну, плохо. Вот. Не знаю, как подобрать другое слово, да, вот. То есть хорошо-то хорошо, но плохо. Вот. И в итоге, значит, я от этого отказался. Во всяком случае, в каком-то таком, в явном выражении, что вот прям сделать вот этот короткозамкнутый виток, поставить его в систему. То есть я раньше ставил. Пытался работать над эффективностью, ну как бы снижать эффективность этих. Делал там разрезные кольца, делал там какие-то кольца, которые снаружи, работают на полях рассеяния. То есть вот, ну, пытался как-то уйти, использовать только полезное и не получать вот этого как бы вредного. Ну и в итоге все-таки пришел к выводу, что от вреда никак не избавиться. Вот. И, в общем-то, в итоге я оставил эту индуктивность, как она есть, и решил, что это меньшее зло из возможных. Вот, скажем так. Ответил на вопрос? Да. Да. Теперь я. Да. Значит, перейдем к простым вопросам для Простые, людей, да. которые далеки от тока Фуко, не знают, что такое неомакс, не знакомы вообще, что такое подвижная система и магнитная система. Для кого вообще винтаж сделали так популярной вот в нынешнее время, в котором мы с вами живем? И как вы вообще относитесь к такому ретро-винтажному интересу, который сейчас все поднимают? Ну, на это я, может быть, отвечу так, что из того факта, что я вот всю жизнь прозанимался акустическими системами, наверное, следует, что я очень люблю акустические системы, что они мне очень интересны, что, так сказать, но на самом деле это немножко не так. То есть на самом деле мне не очень интересны акустические системы, потому что мне, как вот я осознал, мне интересно совсем другое. А интересно мне, ну, скажем так, устройство, скажем, мира и познание самого себя. Ну, вот это мне интересно. И таким образом акустическая система, она для меня является не объектом как бы исследования, а средством или инструментом.
Вот. И к своей акустической системе я отношусь именно так. И вот если говорить, вот, скажем, про свою систему, почему-то я ей вообще занимаюсь и люблю ее, и с ней работаю. Потому что она за это время стала идеальным инструментом исследования и познания окружающего мира, как бы, и самого себя. То, что касается ретро, то, что касается интереса людей именно к акустическим системам, это немножко вопрос, ну, не ко мне. Потому что, честно сказать, я этим ну, не очень интересуюсь. Вот, то есть любопытно, но не более того. Ну, делали так, звучало так, так сказать. Вот изучать, как кто делал, значит, как разные фирмы, как они подходят к звуку. Потому что действительно это, ну, отдельная тема, очень глубокая, интересная, да, как вообще двигалась там, значит, инженерная мысль, что создавалось, вот послушать, все посмотреть. Я, конечно, там все это смотрел, слушал, но опять-таки повторюсь, что не это для меня главное. То есть я это просто из любопытства так вот верхоглядно, так сказать, на все это смотрел. А занимался я совершенно другими вещами. А именно, как создать инструмент, средство, которое бы меня устроили для того, чтобы слушать звук. Так вот могу сказать, что вот эти ретро-акустические системы — это плохие средства для того, чтобы слушать звук. Они очень хорошие средства для того, чтобы на них смотреть, чтобы их хранить, чтобы, значит, их коллекционировать, так сказать, делать там музеи, выставки, показы. Это вот, это отлично, это предмет искусства. Вот, и это с большим моим уважением. Но вот как именно достоверное средство, вот, прибор для того, чтобы слушать, это не то. Вот мое отношение. Есть такое, я говорю всегда, что музыка, архитектура, танец являются образными видами, языками искусства. Безусловно. И слышал от вас, что аудиосистемы можно тоже рассматривать как некий язык. Да, да, именно в таком ключе и хотелось бы порассуждать, что же такое звук аудиосистем. Вот, то есть мы можем сказать, что вот познаем вот этот, так сказать, окружающий нас мир мы с помощью в том числе как бы и языка, да, и даже в большой степени именно с помощью языка. Ну так вот, существует некий универсальный язык, который понятен абсолютно всем. Это язык музыки, звука, вот, и эмоции, которые он вызывает. Так вот, я рассматриваю акустическую систему как раз-таки некое устройство, которое способно перевести вот, электрические колебания, слышимые нам, вот акустические колебания. То есть акустические колебания мы можем, так сказать, понимать, слышать. Электрические колебания для нас как бы недоступны, да, то есть мы их слышать не можем. Значит, это мы нуждаемся в переводчике. Или по-другому сказать, ну, как бы в продолжении, в развитии нашего слуха. Ну, конкретно вот у нас есть ухо, которое устроено очень как бы сложно, интересно, про это, так сказать, тоже можно бы поговорить. Но, значит, нам нужно еще как бы дополнительное средство, которое позволило услышать вот электрический сигнал. И этим средством, или, скажем, там, переводчиком с того языка на наш является акустическая система. Даже, скажем, не тракт как таковой, который, в общем-то, он работает с электрическими сигналами, и как бы там он, что бы он там с ними ни делал, так сказать, да, мы этого никак и не услышим. Но вот акустическая система, я ее немножечко как бы не отношу к тракту, я ее отношу к себе. Вот. Может быть, это еще связано с тем, что я, так сказать, сам не занимаюсь электроникой, не разрабатываю, так сказать, усилители или источники звука, и вообще, так сказать, смотрю на это все извне. И вот для того, чтобы смотреть на это, мне нужна акустическая система. Я ее могу подключать как бы к чему я хочу и слышать, видеть вот эту самую реальность. Вот. И, соответственно, вот ее язык для меня понятен. Любая акустическая система, она как бы разговаривает на своем языке, который надо понять. И этот язык, он может быть либо богатый, либо бедный. То есть все как вот с человеческими языками, все то же самое. То есть есть некие
средства выражения, как, так сказать, правильно это все делать. И вот тут мы уже приходим, например, к такому простому выводу, что, например, широкополосник это один язык, значит, двухполосная система это другой язык, трехполосная третий и так далее. То есть простые числа нам уже меняют как бы правила поведения, как нужно произносить правильно слова, так сказать, вот эти вот звуковые, да, вот, ну, то есть это такая вот как бы тема, она не совсем точно, да, но все-таки где-то описывает суть проблем, да, то есть вот надо заниматься именно дикцией, правильным произношением, да, вот, сказать, накапливать словарный запас. И вот если акустическая система все это в своем распоряжении имеет, то она может очень интересно рассказать как бы о том, как устроены вот эти электрические сигналы. Вот. Соответственно, вот такой ответ как бы на это все. Так, Олег, надо ответить? Да, я сейчас задам вопрос и пойду отвечать. Дерево. Да. Почему значит, ясень? почему По каким ясень? причинам? Не только внешним. Ну и вообще есть какие-то истории, связанные с деревьями в вашей жизни? Ну, почему? Значит, ну, можно, во-первых, посмотреть, что раньше никакого ясена не было, а была классическая акустическая система, там она сделана, например, там из МДФ или там из фанеры, покрыта шпоном и так далее. И, в общем-то, все было хорошо до известного, так сказать, момента, когда качество этой акустической системы надо было повысить, и в частности за счет изменения и внешнего вида, и свойств каких-то вот уже более глубоких. И хотя я считаю, что вклад корпуса в звук ну, не слишком высок, я вот уже говорил, что все-таки динамик, а потом, значит, фильтр определяют большую часть вот этого совокупного качества. Но когда уже это все сделано, то тогда получается, что надо уделить внимание как раз-таки корпусу. Соответственно, это на самых высоких уже уровнях, когда все остальные проблемы, в общем-то, уже решены, и надо получить какую-то вот уже окончательную такую оформление, так сказать, законченность, тогда мы переходим вот к такому вот корпусу более сложному. Значит, то есть он сделан из массива, и почему же это все-таки ясень? Ну, я к ясеню пришел, можно сказать, все-таки с визуальной стороны. То есть мне фактура и цвет ясеня почему-то вот показались как бы предпочтительными. То есть сравнивая различные виды древесины, вот, ясень я выбрал как вот наиболее приятный из всех. Но потом, значит, постепенно выяснилось, что у него и отличные звуковые свойства. Видимо, это каким-то образом оказалось связано одно с другим. Вообще, я могу сказать, что восприятие человека целостно, и специалист в одной области, он каким-то образом может интуитивно как бы выйти на правильное решение в другой области. И тут получилось именно так, что, ну, не занимаясь конкретно вот изучением свойств древесины и сравнением, да, вот я вышел на этот ясень, и уже, так сказать, позже оказалось, что этот выбор, он был правильный, что это дерево очень интересное и по своим механическим свойствам в том числе. Я предлагаю... Я по динамику закончу момент, давайте галопом там, скажем, с держаком разобрались, да, то есть у нас есть диффузор, катушка, подвес, пару слов просто, да, там, катушка у меня вот так намотана таким-то проводом, там, ну вот потому что, если есть, да, сказать, диффузор там... Хочется секреты, что ли? Ну, насколько Владимир считает там нужно. Из бумаги, да, там, скажем, вот я попробовал то все, как бы бумага, она вот по вот этим характеристикам меня устраивает. Там полизащитный колпак вот такой. То есть, ну, я не буду прям там, придираться там по слову, да, то есть в той степени, в которой вы считаете нужным, как вы пришли вот к той подвижной системе, которая есть, вот, это было бы правильно, чтобы закончить рассказ про динамик.
Ну, наверное, можно попытаться про это все как-то, так сказать, коротко рассказать, хотя это будет немножко неправильно, потому что ну, очень много информации именно по подвижной системе. И коротко, если говорить, то так. Значит, подвижная система стоит там, из звуковой катушки, диффузора, центрирующей шайбы, значит, подвеса и колпака. В общем, ну, выводы еще там есть. Все вроде бы понятно. Значит, ну, материалы какие? Значит, я могу так сказать, что в зависимости от размера динамика и его назначения можно использовать, так сказать, совершенно различные материалы. Вот. Ну, из таких материалов, которые я пробовал, это был, ну, например, там, металл, да, то есть можно там, например, этот конус сделать там алюминиевый, предположим. Можно там, например, сделать там его сотовый, да, то есть это алюминий, который две фольги, как бы между ними вот эти сотовые, жесткие. Вот. Можно, например, сделать из различных компаундов, то есть, значит, это какие-то смолы, да, которые на тканевой основе, значит, там. Вот. Можно там использовать там, там угольные волокна, можно там использовать там кевлар. Но кевлар, в частности, это просто ткань, опять-таки встает вопрос компаунда, да, то есть чем он пропитан. Ну и к чему, в общем-то, мы придем. Ну, придем мы к тому, что можно сделать динамик на основе всех этих материалов, и что же, так сказать, что же в итоге? Значит, в итоге так, что если мы сужаем полосу воспроизведения этого динамика, то, в общем-то, становится в меньшей степени, скажем, важно, из чего он сделан. Вот, а в большей степени становится важно все-таки, ну, как бы действительно, вот соединение трех величин. Это масса, как бы жесткость и внутренние потери. Вот все, как бы. Вот если, Грузик, пружина. да, то есть получится так, сколько это весит, насколько это вот прочное, да, и как быстро там рождаются, затухают колебания. Вот. И опять-таки, если вот это все, из чего можно делать динамику, в общем-то, все это взвесить и посмотреть, то окажется, что, ну, по сути, ничего лучше бумажной массы, которая правильным образом подобрана, ну, потому что бумажная масса, она чем хороша, что мы так говорим, что там целлюлоза, да, но рецептура разная, то есть и технология изготовления разная. Соответственно, называя это все там бумагой, мы говорим о том, что, ну, широчайший спектр возможностей. То есть можно и так, и сяк, и эдак, и подобрать вот именно то, что надо. Значит, кевлар, ну да, можно там кевлар, но что от этого можно, так сказать, выиграть? Какой-то особенный характер звучания получить, ну, наверное, да, так сказать, он будет, но это как бы не является моей целью, как я уже говорил. Я хочу, например, получить звук не окрашенный в какие-то определенные тона, вот, вкусные, которые мне нравятся, а, ну, максимально нейтральный, вот как бы, ну, максимально не окрашенный. И если мы будем этот критерий вот как главный выдвигать, то окажется, что вот бумага это тот материал, который в совокупности, вот когда мы все уже вот соединили все вместе, ну вот он наилучший для получения самого нейтрального, самого вот правильного звука. Поэтому я, конечно, пришел, так сказать, к бумаге. Хотя на самом деле технология производства очень непростая, и нужно специально поддерживать производство. Кстати, вот во всем мире там буквально несколько заводов, да, производят эту бумажную массу. Вот, а мы ее изготавливаем, что называется, самостоятельно сами. В общем, это очень большое преимущество. Что опять-таки мы не покупаем что-то готовое, а можем делать что-то свое. Вот, соответственно, про бумагу вот я рассказал. Значит, то, что касается звуковой катушки, вот как раз примерно 20-25 лет назад вот стала вызревать как бы вот эта тема со звуковой катушкой, что классическая звуковая катушка, она является, так сказать, вот очень технологичной, эффективной, и все у нее, значит, огромное количество у нее достоинств, всем она хороша. Кроме того, что
сигнал через магнитную систему проходит 2 раза. Один ряд как бы спускается как бы, да, вот внутрь магнитной системы, потом разворачивается, и второй ряд, значит, выходит наружу. То есть мы, получается, имеем 2 близких как бы сигнала, но которые во времени все-таки существуют не одновременно. Это раз. Во-вторых, мы имеем прилегающие друг к другу участки первого и второго слоя, у них максимально разный потенциал как бы получается на этих участках. То есть входной сигнал и выходной сигнал. Разность потенциалов, так сказать, максимальная, а витки близко друг к другу. Соответственно, там передача по емкости идет. И хотя, ну, этим всем можно пренебречь, это все как бы маленькое. Но если мы пытаемся сделать лучше, чем хорошо, то надо делать лучше. И, соответственно, а как это сделать? Ну, я вот начал экспериментировать со звуковыми катушками, ну, то есть мотал их нетрадиционным образом. Наматывал катушки и слушал, как они звучат. Значит, очень много можно там интересного, так сказать, услышать, не буду рассказывать, а закончу очень простой мыслью. Как это было с короткозамкнутыми витками, да, что пришлось от них отказаться из-за сложности. Так и произошло со всеми способами намотки звуковых катушек. Чем сложнее, тем хуже. Как бы, да? То есть в итоге ты приходишь к отторжению. И оказалось, что самая лучшая звуковая катушка — это та, которая проходит один раз сигнал проходит через зазор в одном направлении. Ну, если так по-простому говорить, плоский провод на ребро, да, вот он дает вот такую звуковую катушку, то есть там и эффективность высокая, но у плоского провода на ребро есть тоже один очень существенный, важный недостаток, что это плоский провод. И плоский провод, уверяю вас, звучит не так, как круглый провод. И все. Вот понимаете, круглое, оно обеспечивает равномерное поле внутри сечения проводника, более-менее заполнено сечение одинаково. В плоском проводе оно заполнено не одинаково. И, соответственно, отражение там от краев как бы идет. То есть вот эти микро какие-то процессы приводят к тому, что плоский провод на ребро тоже не выигрывает. И еще один важнейший момент. Это, как я сказал, у меня в системе соединяются динамики в единое целое. Да? Значит, вот концептуально у меня система родилась тогда, когда я стал звуковые катушки низкочастотника и высокочастотника наматывать одним проводом. Вот это была ключевая идея. И тогда, собственно, все и выяснилось, как надо делать. Значит, один и тот же диаметр провода на одном и том же диаметре звуковой катушки. Низкочастотная катушка, скажем, там 3 слоя параллельно, высокочастотная тем же самым проводом 1 слой. Она получается маленькая, и нужно, и по сопротивлению это подгоняется так, чтобы, значит, звуковая отдача от этих динамиков была одинаковой. Да? То есть это системный подход. И могу сказать, что при всей простоте как бы этого подхода в мире он не реализован нигде, ни у кого, а только здесь. И это было сделано 25 лет назад. Вот, тогда же это было осознанно как особый путь. Вот, и, собственно, уже оставшиеся вот эти вот как бы 20 лет я жил в этой реальности и исследовал уже именно такие звуковые катушки, и все остальные, так сказать, процессы, которые там добавились изучения, уже проходили на таких звуковых катушках. Потому что классические звуковые катушки, они представляют собой в этом отношении некую пробку, через которую не пробиться. То есть они будут создавать, с одной стороны, как бы потери, а с другой стороны дополнительные звуки. То есть то, чего не было. Вот, по сравнению вот с этими катушками. То есть эти более линейные. Так, теперь дальше, значит, по поводу подвесов. Долгое время там я пытался облегчать подвесы. Ну и в итоге, значит, к различным комбинированным конструкциям пришел. Но по итогу оказалось, по сумме факторов победил, в общем-то, тонкий резиновый подвес, могу так сказать. Что, например, так сказать,
тональный баланс системы все-таки легче получается вот с резиновым подвесом. Ну, при таком вот как бы размере излучателя. То есть, ну, были варианты как бы всевозможные. Ну, значит, в итоге, значит, по сумме факторов, я говорю, что есть там, можно отдельно преимущества в каких-то, так сказать, аспектах получить, но если взвесить все в целом, вот резиновый подвес оказался и технологически, и ну, он более долговечный, то есть он по всем свойствам, так сказать, выиграл. То, что касается колпака, вот я использую такие вот вогнутые колпаки. Откуда это все, может быть, началось? Вот стоит система Мишин Аргонавт. Вот там первый раз я увидел вот такие вот колпаки. Так от 80-х годов система, вот мне они тогда понравились. Значит, чем эти колпаки хороши, что обеспечивая жесткость диффузора, у них нет ребра как такового, четко выраженного. То есть очень плавное перетекание вот, отраженной энергии идет на этот колпак. Поэтому вогнутые колпаки более однородные, менее турбулентные, как бы, да, меньше переотражений, то есть более гладкая подвижность системы получается. И этот колпак, он еще надо сказать, что он содержит некую вставку, которую центральную, которая соединяет центральную часть колпака со звуковой катушкой. Это вот тоже некое как бы ноу-хау, которое тут используется, чтобы не было временной задержки при возбуждении колпака. Значит, то есть сначала, получается, возбуждается как бы, ну, в обычном, если его просто так вот приклеить, да, сначала возбуждается диффузор, потом колпак, и возникает вот эта вот разность времени. В случае, если у нас есть вставка, которая соединяет центральную часть колпака с катушкой, получается, что это как бы как поршень возникает. Он толкается весь одновременно, нет вот этой задержки. Вот. И опять-таки это все технологически, может быть, там не очень удобно делать, но я иду на технологические сложности, чтобы получить вот эти, может быть, бесконечно малые, но все-таки преимущества. Вот. Ну, то, что касается вот подвижной системы, я сказал, значит, что вот такая особенная катушка, диффузор, так сказать, бумажный, колпак вогнутый со вставкой, резиновый подвес. Вот. Есть еще такая вещь, что центральная часть диффузора, она значит, содержит большое количество отверстий, чтобы диффузор не нес акустическую нагрузку. Чтобы плоскость была вот как бы при работе вперед и назад, звуковое давление возникает от одной плоскости. Вот. То есть тут в этой подвижной системе, ну при всем при том, что вроде бы как бы она классическая, но в нее введены такие вот изменения, такие небольшие, но очень существенные, что позволяет сделать звук более нейтральным. Вот. Ну вот про, сказать, да, про этот я динамик сказал, но про высокочастотник, может быть, сказать, что, в общем, тот вид пропитки, как бы, который я сейчас использую, возник буквально вот в самое последнее время, то есть очень сложно получить правильные свойства вот от шелкового купола, вот, и очень трудно стабилизировать во времени, как бы, вот этот вот динамик. То есть надо, чтобы он сохранял с одной стороны и упругость, и как бы эластичность, и потери, чтобы были. Вот это соединение свойств тоже дается очень сложно. Вот, поэтому таких динамиков, ну, как бы вот так вот много, наверное, не сделать. Вот, то есть они делаются вручную все-таки, эксклюзивно. Каждый. Можно небольшое какое-то подведение итогов? Да, можно? Да. Правильно я понимаю, что поскольку ваша философия близка очень к моей, мы имеем дело с восприятием человека, музыки, одного из языков, на котором могут разговаривать все, не зная общий язык. Мы имеем инструмент, а в мире Hi-Fi аудио, High-End аудио, инструмент, который выбрал Владимир и многие другие, это акустические системы. Мы имеем самый важный элемент акустической системы. Это не корпус, не разъемы, не кабели, про которых тут много копий сбили, да, но хотя я думаю, что мы к этому вопросу вернемся, может быть, в следующих выпусках, если вам понравится этот ролик. А динамик. Динамик
его конструкция, его материалы. И забегая вперед, могу сказать, что несмотря на то, что динамиков огромное количество, мы пришли к некому общему какому-то пониманию, что классические материалы, классическая бумага, металлы, цветные металлы, которые используются, кстати, не только в дорогих и хороших акустических системах, но в лучших объективах, если говорить про фотографию, та же бронза, тот же латунь. Поэтому дальше мы имеем дело с некими секретами, и эти секреты может познать только человек, который непосредственно работает и занимается этим всю жизнь. Их секретов этих настолько количество большое, и оно зависит от конкретного восприятия вашего и нашего в том числе. Так вот, вопрос от меня, Ивановича. Высокие, низкие вибрации имеет отношение к непосредственно вот этой философии, которую я сейчас попытался объяснить? Высокие и низкие вибрации. Что, так сказать, под ними понимать? Ну, я бы, может быть, сказал так, как я это понимаю, вибрации. Что человек, как вот существо, которое способно вот улавливать разные типы вибраций, да? То есть мы вот являемся как бы, ну, как бы микрофоном и камерой, как бы вот мы все это видим и слушаем. Значит, мы работаем в определенном спектре этих вибраций. И вот это для нас является реальностью. Вот. И если человек устроен просто, то кроме этой реальности, другой реальности у него и нет. Так сказать, вот что я вижу, что я слышу, вот как я вижу, как я слышу, так оно и есть. Если же человек все-таки устроен немножко, так сказать, более сложно и думает, размышляет, сравнивает, анализирует, так сказать, и занимается этим всю жизнь, он начинает видеть и слышать еще что-то. То есть какие-то более сложные вещи. То есть, что первое надо понять, что эти вибрации, они существуют, и помимо того, что мы видим и слышим непосредственно, они гораздо шире. Вот. И вот эти самыми вибрациями, собственно, и наполнен весь мир. То есть мир — это вот как бы движение, это волна, это вибрация. Ну и, соответственно, когда мы говорим о высоких и о низких вибрациях, ну, надо полагать, что высокие вибрации — это те, которые находятся выше нашего порога восприятия, да, а низкие — те, что находятся ниже, да, да. Ну вот, ну, например, так сказать, там, под низкими вибрациями можно, например, там, сравнить, что две там галактики, там, например, вот они расходятся с какой-то скоростью, и какая-то при этом возникает электромагнитная энергия, предположим, каким-то образом она может там на что-то оказывать влияние. Ну, не знаю, это вот низкая вибрация, причем ну такого совсем низкая. Отрицать ее наличие, наверное, нельзя, она есть. Вот. Но меня больше интересуют вот как раз-таки высокие вибрации, потому что мне кажется, что именно с помощью вот этих самых высоких вибраций мы слушаем, вот, например, акустические системы, да, то есть вот то, что у нас в тракте происходит, то есть вот те частоты, на которых работает реально вот это, так сказать, все, это высокие вибрации. Вот, на мой взгляд, это так. Продолжение вопроса. Да. Есть мнение, и я тоже придерживаюсь его, что музыка — это не просто звук, но это пауза между звуками. Вот в дорогих системах это часто можно было почувствовать. Как бы вы описали, попытались описать это своими словами? Да, значит, насчет паузы и насчет вообще тишины, как бы я описал. Значит, я бы так сказал, что такое тишина? Значит, тишина — это вроде бы как бы это отсутствие звука. Но на самом деле это не совсем так, потому что тишина не является чем-то, в чем звук невозможен. То есть получается, что тишина — это то состояние среды, в котором вроде мы ничего не слышим, но можем услышать. И, соответственно, это некий звук. То есть это некий звук, при котором мы ничего не слышим.
Но это не потому мы не слышим, что глухие или что там, да, не можем слышать. Мы слышать можем, но не слышим. И вот эта самая тишина, это звук. Вот. Причем какой звук? Ну, это вот как бы по барабанной перепонке постоянно молотят вот эти вот молекулы воздуха, избыточного давления нету, мы ничего не слышим. Кстати говоря, это еще очень интересно устроен слуховой аппарат человека, что давление, да? оказывается, ну вот я вот такое, так сказать, где-то там читал, что вот этот нижний порог восприятия звука соответствует избыточному давлению одной молекулы воздуха. Значит, я это прочитал, я не поверил своим глазам. Но, может быть, как бы тот, кто писал, что-то, так сказать, об этом, наверное, знает. Да, то есть получается, что да, вот избыточный удар одной молекулы воздуха приводит к тому, что мы начинаем слышать пороговый звук. Вот. И, соответственно, вот это, я говорю о тишине. Второе, значит, тишина. Вот, скажем, когда играет музыка, все требуют тишины. Значит, музыка это что-то, что не нарушает тишину. Вот, понимаете? Поэтому, скажем, вот от звучания своей акустической системы я тоже требую тишины. Чтобы, когда звучит музыка, акустическая система, там, усилитель тракта, они должны молчать. Они не должны производить какие-то звуки свои дополнительные. Ну, поскольку это вот в абсолюте это невозможно, этот звук должен быть тихий. Вот, и понятный. Вот, соответственно, вот то, что касается тишины и музыки. То есть музыка рождается из тишины, потому что она не является шумом. Вот, шум же это что-то, что противоположно, да, музыке, то есть что-то ненужное, от чего мы хотели бы избавиться. То, что нас отвлекает. То, что нас отвлекает от музыки. Вот. Ну а самая лучшая музыка это тишина. Да. Шелест листьев. Ну да, это естественные какие-то звуки, они все Шум имеют воды. музыкальную природу, абсолютно точно ими можно наслаждаться. То есть музыка вокруг нас всегда. Да. Чего и вам всем желаю. Финальный... Слушать музыку, наслаждаться жизнью, да. Попробуем еще по акустике финализировать. В общих чертах, то есть сократить. То есть вы перешли, я так понимаю, то есть вот можно купить Dynamics CanSpeak, вы сделали свой, но это произошло органично, то есть вы не пытались сознательно уйти от динамиков с CanSpeak, просто вы хотели сделать динамик со своими параметрами, вот, которыми вы хотите управлять, как-то так, наверное. Нет, я бы хотел поправить. Все-таки основная мысль не в том, что я хотел разработать динамик. Я хотел разработать акустическую систему. То есть я разрабатывал сразу акустическую систему. Я никогда не разрабатывал динамики вот просто как динамики. Не было такой задачи. Вот, я разрабатывал акустическую систему. Если, например, разрабатывать акустическую систему на тех же самых сканспиках, ну или на каких-то вообще любых уже готовых динамиках, то ты сразу попадаешь в данность этого динамика. И от его свойств, по большому счету, ты никуда не уйдешь. Ты уже попадаешь заранее в известную область. Этот динамик звучит так, этот звучит так. Значит, когда же делаешь акустическую систему на своих собственных динамиках, этой заданности нету. Потому что динамик может быть изменен в самых тонких аспектах, тончайших. Вот, и подогнан вот под желаемый результат. Поэтому, например, у меня в акустической системе не используются резисторы для того, чтобы согласовывать динамики друг с другом, а сами динамики изготавливаются таким образом, чтобы обеспечивать нужные параметры акустической системы. Вот. Что было бы невозможно с использованием каких-то, так сказать, там других динамик. То же самое я сказал про звуковые катушки. Если покупаешь динамики, они не будут намотаны одним и тем же проводом в одном и том же направлении. Они не будут использовать сходные магнитные системы, ну, как правило. То есть все это будет в разнобой. Вот. И, соответственно, мы получим совершенно разные природы звука от разных динамиков, а потом будем пытаться какими-то внешними, так сказать, значит, факторами пытаться это сделать незаметным. Понимаете? Но тут мы попадаем, так сказать, в парадокс. То есть получается, что хорошая акустическая система – это такая система, которая позволяет услышать все звуки, любые звуки. Вот
самые слабые, самые маленькие, да? А если ты хочешь сделать хорошую систему на разнородных динамиках, ее приходится делать таким образом, чтобы ты не слышал этих звуков. И все, понимаете? То есть мы пришли к логическому тупику. Вот. А здесь этот тупик, он как бы, ну, он разрешается, он имеет решение. То есть вот на этой акустической системе можно слушать не звуки уже даже, потому что звуки это слишком грубо. На этой акустической системе можно слушать тишину. Вот. То есть это такие звуки, которых мы не слышим. Или вот если мы говорили про вибрации, про вот эти вот высокие, низкие вибрации состояния, то на этой акустической системе можно ощущать состояние, значит, вот эти вот вибрации, вот что-то такое, что уже обычными словами как бы не объяснить, не понять, что-то, что выходит за диапазоны наши вообще, да, но тем не менее можно это все ощутить, побывать в этом во всем. Если же я беру сканспики или любые другие динамики, это невозможно. Вот Еще такой момент, мы, я, по-моему, забыли, что связь диаметра, динамика и граничной частоты раздела, да, то есть почему-то в двух Да, полосках используется динамика 160, и больше уже фактически не поставить, иначе не получится. Да, но поставить-то можно, но тогда мы переходим к трехполосной схеме и переходим к более запутанному языку. Вот мы говорили про язык перевода. Значит, получается, что чем более сложную шифровку мы используем, да, тем хуже переводится вот натуральный звук. Потому что в натуральном звуке, чем он, собственно, и отличается, что там однозначная связь между вот источником звука и тем, какой звук он выдает. Никакого, так сказать, промежуточного звена у нас нету. Если мы используем звук, который проходит через тракт и через акустическую систему, то чем больше полос как бы этой акустической системы, тем более сложные, так сказать, звуки мы в итоге слышим. И вот этот первый звук, который изначально был, он там шифруется очень сложно. Поэтому, значит, самая простая шифровка это широкополосный динамик, но там мы имеем такую проблему, чисто, может быть, аудиофильную проблему, но это не значит, что она динамик. То есть надо, чтобы он сохранял с одной стороны и упругость,